Поздний осенний вечер в Сиэтле сгущал туман над мокрой трассой. Асфальт блестел отражениями фар, а крошечные огни грузовиков таяли в дымке. По правой полосе тихо ехала черная Toyota Camry. За рулем была женщина около 30, стройная, с собранными волосами и серым пальто, глаза спокойные и внимательные. Ее звали Эмили Картер, заместитель окружного прокурора округа Кинг, возвращавшаяся с длительной скрытой проверки по делу о коррупции в региональном отделении. Когда в зеркале заиграли синие огни патрульной машины, Эмили плавно свернула на обочину и включила аварийку. Двое офицеров штата подошли к ее машине с уверенностью, знакомой людям, привыкшим к безнаказанности. Их манера была высокомерна, попытки унизить очевидны. Без лишних слов она потребовала официальных оснований для проверки. Их поведение и намеки лишь усилили ее решимость. Эмили представила служебное удостоверение, и в ту же минуту напряжение переключилось. Лица патрульных побледнели, телефоны зашевелились, а привычная наглость сменялась растерянностью. Она включила диктофон и зафиксировала инцидент, не из желания отомстить, а чтобы защитить тех, кого патруль неоднократно обижал. Утром она уже держала в руках папку с жалобами, распечатками и аудиозаписями. Те же двое, чьи шутки ночью казались им безопасными, оказались перед докладом, который нельзя было проигнорировать. В кабинете окружной прокуратуры Эмили хладнокровно излагала факты. Серия жалоб, следы сокрытий, системные упущения руководства. Речь шла не о сенсации, а о восстановлении профессиональной ответственности. Решения были быстрыми, временные отстранения, передача материалов дальше, и ощущение, что тонкий треск в стене безразличия вдруг стал заметен и болезнен. Эмили знала, что одной ночной остановкой дело не закончится. Впереди доклады, проверки, долгие часы работы. Тем не менее, тот эпизод на дороге изменил не только судьбы двух офицеров, но и атмосферу в отделении. Кое-кто впервые задумался о смысле формы. Она села в машину, и туман за окнами начал рассеваться. На приборной панели померкли остаточные огни, а в сердце оставалось простое чувство: не торжество, а долг выполнен. Через день пришло новое поручение – федеральная проверка. Эмили выключила телефон, выдохнула и продолжила путь по мокрому городу, где каждая маленькая искра доблести могла со временем превратиться в рассвет для тех, кто все еще надеется на справедливость. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.